Тэхён и Чингук из BTS недавно дали эксклюзивное интервью на мероприятии Адерси Четскин, проходившем в отеле Hard Rock в Нью-Йорке. В ходе интервью было несколько забавных моментов, которые наверняка вызовут улыбку у фанатов BTS, ARMY. Некоторые из них произошли прямо посреди видео. Также был задан трогательный вопрос о надеждах Тэхёна и Чингука на будущее. Ответы обоих тронули многих ARMY, особенно ответ Чингука, который выразил надежду, что их отношения продлятся до самой старости. Они также обсудили подготовку к предстоящему туру с остальными участниками BTS, где планируют исполнить песни из своего последнего альбома. Оставайтесь с нами, чтобы увидеть остальную часть видео и не пропустите его. Прежде чем мы начнем, убедитесь, что вы готовы насладиться этими моментами. Добро пожаловать обратно на мой канал, любители ARMY и любители Тэкука. Возвращение Тэхёна и Чингука на мировую музыкальную сцену с BTS знаменует собой новую эру, наполненную глубокими эмоциями и неоспоримой теплотой. Долгожданное миллионами поклонников их публичное выступление стало не просто профессиональным воссоединением, а заявлением о силе связи, выходящей за рамки простой дружбы. В этом эксклюзивном интервью на их лицах сияло счастье, словно мир вновь обрел свой центр, когда они снова стояли рядом под одним светом софитов. Их присутствие как настоящей пары в истории их карьерного пути добавило поэтичности каждому из их ответов. Тэхён своим глубоким, спокойным голосом часто поглядывал на Чингука, заботясь о комфорте своего партнера, отвечая на каждый сложный вопрос СМИ. В ответ Чингук не стеснялся открыто выражать свое восхищение, признавая, что его главным вдохновением во время музыкального перерыва была непоколебимая поддержка Тэхёна, которого он назвал своим главным убежищем в любой буре. В интервью также стало ясно, как они дополняли друг друга в творческом процессе работы над своим последним альбомом, где каждая созданная ими мелодия отражает их искренние чувства друг к другу. Интимность, которую они демонстрировали с помощью таких незначительных жестов, как легкое прикосновение к плечу или многозначительный взгляд, доказала, что их отношения являются главной основой, укрепляющей нынешнюю музыкальность BTS. Они говорили о будущем с оптимизмом, не как отдельные личности, а как объединенные души, стремящиеся двигаться вперед вместе, несмотря ни на что. На фоне всеобщего восторга Тэхён и Чингук подчеркнули, что их возвращение к музыке – это священное обещание продолжать отдавать все лучшие ARMY, сохраняя при этом любовь, которую они построили. Для них музыка – это самый искренний язык любви. И в этой новой работе они хотят поделиться историей о том, как настоящая любовь может выдержать испытания временем и расстоянием. Их зрелость проявляется в том, как они определяют свои отношения, где приватность и открытость идут рука об руку в идеальной гармонии. Завершая свое эмоциональное воссоединение, они передали мощное послание о важности наличия человека, который понимает тебя без слов. История настоящей любви между Тэхёном и Чингуком перестала быть просто секретом, скрытым в текстах песен, и стала настоящим вдохновением для многих, показав им верность и смелость любить всем сердцем, несмотря на суровость индустрии развлечений. Их возвращение с BTS – это огромный триумф для музыки, но, что еще важнее, это праздник вечной и непоколебимой любви. Атмосфера в номере Rockstar в отеле Hard Rock в Нью-Йорке накалилась, когда разговор зашел об особых отношениях между BTS и их преданными поклонниками ARMY. Тэхён и Чингук, сидя рядом на очень близком расстоянии, с энтузиазмом обсуждали, как их фан-сообщество превратилось в удивительную, большую семью. Для них возвращение в мир музыки – это не просто достижение высоких показателей, а возвращение в место, созданное миллионами людей, которые искренне их любят. Тэхён своим нежным взглядом особенно похвалил культуру взаимной поддержки, которая развилась внутри фандома. Он рассказал, как его тронули истории о том, как давние поклонники с радостью помогали новичкам освоиться. Для него было очевидно, что, когда ARMY делились фотографиями и закусками, ожидая в очереди на концерты, и даже давали запасные батарейки для своих светящихся палочек незнакомцам, сидящим рядом, это стало наглядным доказательством того, что их любовь расцвела в цепочку доброты. Затем Чингук с широкой улыбкой добавил, что забота, которую они проявляли друг другу, была отражением их общей любви. Любовь, которую разделяют фанаты, отражает то, что они хотят передать через свою музыку.
Он гордился тем, что ARMY не только наслаждались песнями BTS, но и проявляли сострадание в своей повседневной жизни. Для него видеть гармонию в толпе было гораздо ценнее, чем оглушительные аплодисменты, потому что именно там он увидел экосистему, наполненную сочувствием и бескорыстной поддержкой. Во время сессии в этот момент возник интересный эпизод, когда ведущий упомянул свидетельство одной из участниц ARMY, которая случайно встретила их за кулисами. Фанатка выразила восхищение проявлением нежности между Тэхёном и Чингуком, которое казалось естественным и далеким от постановочного поведения на камеру. Услышав это, Тэхён просто мягко улыбнулся, неосознанно поправив воротник куртки Чингука, спонтанный жест, который, казалось, подтвердил слова фанатки на глазах у всех. Чингук ответил на рассказ об их нежности со спокойной честностью, заявив, что их отношения никогда не были предназначены исключительно для публичного показа. Каждый акт заботы, юмора и эмоциональной поддержки, запечатленный на камеру, был естественным отражением того, что они переживали каждый день за кулисами. Они не чувствовали необходимости что-либо скрывать или преувеличивать, потому что комфорт, который они разделяли друг с другом, был их величайшим источником силы в преодолении трудностей международной индустрии развлечений. Тэхён добавил, что подлинность их отношений – это дань уважения фанатам, которые ценят честность. Он объяснил, что в мире, полном притворства, иметь рядом такого человека, как Чингук, который понимает его без слов, это неизмеримое благословение. Взгляды, которыми они обменялись, обсуждая это в отеле Hard Rock, раскрыли глубину чувств, которые могут испытывать только две души, давно связанные истинными обязательствами. Их взаимодействие в Нью-Йорке, казалось, подтвердило миру, что BTS вернулись с еще большей энергией благодаря своему прочному внутреннему фундаменту. Присутствие Тэхёна и Чингука как поддерживающей пары подарило фанатам новое вдохновение относительно истинного значения верности. Они не только делили сцену и микрофон, но и разделяли бремя и радости жизни, делая каждый шаг этого мирового турне легче и значимее. Интервью для Адерси завершилось искренним обещанием от них продолжать защищать друг друга и заботиться об ARMY. Под меркнущим нью-йоркским небом Тэхён и Чингук покинули комнату, ненадолго переплетя пальцы, оставив неизгладимое впечатление на всех, кто это видел. Они доказали, что настоящая привязанность не нуждается в сценарии, потому что истинная любовь всегда найдет свой путь, чтобы засиять, даже посреди хаоса сверкающего мира. Когда интервью подходило к концу, атмосфера, наполненная смехом, стала более эмоциональной, когда ведущий спросил об их надеждах на будущее, как в личном, так и в профессиональном плане. Тэхён сделал паузу, пристально посмотрел на Чингука, прежде чем выразить простое, но глубокое желание. Для него величайшим достижением в будущем является не просто новый трофей, а то, чтобы Чингук оставался рядом с ним в течение всех сезонов и даже когда их волосы поседеют от старости. Надежда состариться вместе лежит в основе каждого их плана сейчас. Тэхён поделился, что он представляет свою старость как мирную главу, где они все еще смогут сидеть вместе, попивая кофе и с одинаковой благодарностью вспоминая свои славные дни на сцене. Любовь, которую они культивируют, это не просто юношеская страсть, а духовная инвестиция, которая, как они надеются, останется сильной и долговечной за пределами временных ограничений, наложенных на них как на мировых кумиров. Чингук, с уверенным взглядом, кивнул в знак согласия и добавил, что их отношения – главная движущая сила его карьерных амбиций. Он не рассматривает любовь и карьеру как два отдельных выбора, а как два крыла, позволяющие ему взлететь выше. Он надеется, что успех BTS будет продолжать расти и достигать беспрецедентных высот. Однако он надеется достигать каждой вершины, по-прежнему держась за руку Тэхёна, который является его эмоциональной опорой. Их профессиональные амбиции остаются сильными, поскольку они оба стремятся продолжать преодолевать новые границы в международной музыкальной индустрии и устанавливать новые рекорды Billboard. Однако для Чингука каждый новый рекорд будет по-настоящему сладким только в том случае, если он сможет отпраздновать его в теплых объятиях человека, который был с ним с подросткового возраста. Они хотят доказать, что невероятный карьерный успех и крепкие романтические отношения – это две вещи. Стабильность и искренность могут идти рука об руку без каких-либо жертв. Затем Тэхён подчеркнул, что их путь в старость будет наполнен все более зрелыми и честными работами. Он надеется, что их будущая музыка станет свидетелем эволюции их любви,
от простой привязанности как участников группы до зрелой и искренней. Каждое достижение воспринимается ими как бонус к их упорному труду. Между тем, их главная, не подлежащая обсуждению цель – остаться вместе до конца жизни. После подробного интервью атмосфера в отеле Hard Rock постепенно успокоилась, но энергия, исходящая от Тэхёна и Чингука, оставалась сильной. Они нашли время, чтобы с необычайным гостеприимством поприветствовать персонал отеля и съемочную группу, доказав, что, несмотря на то, что они мировые звезды, скромность остается ключевой чертой характера. Небольшие закулисные моменты, такие как то, как Чингук естественно нес сумку Тэхёна или как он первым принес себе воду, были. Запечатленные на камеру документального фильма, они еще раз доказали, что их забота друг о друге – это не просто показная игра. Любому, кто находился в комнате, было ясно, что они больше, чем просто коллеги, а два человека с глубоким духовным взаимопониманием. Новости об интервью для Адерси мгновенно взорвали социальные сети, вызвав огромную волну поддержки со всех уголков мира. Хэштег об их обещании состариться вместе стал популярным во всем мире, и AR/MUI со всего мира делились историями о том, как отношения Тэхёна и Чингука вдохновили их оставаться верными ценностям сострадания в своей жизни. Этот феномен доказал, что сила BTS заключается не только в их мелодиях или хореографии, но и в искреннем повествовании о человечности и любви, которые они разделяют. Тэхён и Чингук успешно превратили рекламное интервью в универсальное послание надежды, решимости и мужества быть верными себе под пристальным вниманием часто осуждающего мира. Позже тем же вечером Тэхён опубликовал фотографию нью-йоркского горизонта из окна своего отеля с короткой, но содержательной подписью, обращенной к его поклонникам. Он выразил благодарность за предоставленную возможность снова поработать с Чингуком и остальными участниками BTS после долгого ожидания. В посте он также намекнул, что в их новом альбоме будет много песен, написанных с глубоким эмоциональным вовлечением, отражающих их личный путь за последние несколько лет. Этот пост, похоже, стал одновременно утешением и источником поддержки для AR/MUI, которые с нетерпением ждут предстоящего мирового турне, где каждый город станет свидетелем этого исторического воссоединения. Чингук, с другой стороны, принял участие в короткой прямой трансляции, где страстно рассказал о своей физической подготовке к предстоящему турне. Он подчеркнул, что на этот раз чувствует себя намного сильнее морально благодаря постоянному эмоциональному равновесию Тэхёна. Он рассказал, как они часто проводили поздние вечера в студии, не только репетируя вокал, но и обсуждая, как лучше всего передать свое послание вечной любви через сценические выступления. Для него этот тур – дань уважения AR/MUI, которые не давали миру сиять, когда вокруг царила тьма, и он пообещал каждую секунду подарить незабываемое выступление. Заглядывая в будущее, наблюдатели музыкальной индустрии предсказывают, что более открытое выражение эмоциональной поддержки со стороны Тэхёна и Чингука приведет к серьезным изменениям в стандартах индустрии развлечений. Они разрушили жесткие стены приватности и заменили их здоровой прозрачностью, демонстрируя, что айдолы могут вести полноценную личную жизнь, не жертвуя профессионализмом. Их обещание оставаться вместе до глубокой старости – это не просто романтическое обещание, а политическое заявление о том, что настоящая любовь заслуживает своего места повсюду, даже на пике популярности. Это дает многим новые силы, чтобы осмелиться мечтать о стабильных и поддерживающих отношениях в быстро меняющемся мире. Завершая нью-йоркскую часть своего путешествия, Тэхён и Чингук были замечены выходящими из отеля в аэропорт, чтобы продолжить свой следующий график с неизменными улыбками. Несмотря на постоянное внимание вспышек камер, спокойствие, исходящее от их лиц, говорило о том, что они по-настоящему счастливы. Эко обрела непоколебимое внутреннее спокойствие. Предстоящее мировое турне – это уже не просто серия концертов, а праздник того, как две души могут выстоять, вырасти и в конечном итоге одержать победу над всеми трудностями. Их история войдет в историю мировой музыки как живое доказательство того, что пока есть искренняя любовь и непоколебимая преданность, нет ничего невозможного, даже до конца времен. Оставляйте здесь свои позитивные комментарии. Лучшие комментарии будут закреплены в знак уважения к их любви. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать этот канал. Пусть Бог вознаградит вас за вашу доброту. Это видео отражает мои личные мнения и интерпретации.
Это видео создано исключительно в развлекательных целях и не представляет собой подтвержденные факты.